Доброго времени суток. Продолжается чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин. Сегодня мы посмотрим партию девушек. И вот я почему-то думаю, что Мартайн Синдром смотрит партии и завидует. Страшно просто завидует. Сейчас вы поймете почему. Через пару ходов. У него была известная очень партия с вторжением потом на 19, вот в Кале. По-моему, с Викторией Матричко, если я не ошибаюсь. Ну, я могу ошибаться. Вот у нас Виктория играла белая с Марией Тараниной. И вот сначала такое вторжение произошло. То есть очень такое интересное. 4-9. Правильно, закрыли здесь дырку на всякий случай, и будут достаточно интересное построение, если будет коловая, либо тычковая позиция, то есть потом можно поменяться в любой момент. Достаточно, кстати, интересное построение. Именно 4. Много очень возможностей в ходе 4. Вот, очень даже хочу Машу похвалить за этот ход. Потому что будут вот именно интересные там моменты за черных. Но Виктория поразила, просто поразила. 36-31 подхватывает. Во-первых, подхватывает, да, очень интересно, конечно. Вот эту группировку, то есть не дает ходить на этом фланге. И еще там возможность, если не 36-31, то 6-11 тоже достаточно сильный ход будет. То есть вот эти колонны достаточно сильно будут мешать белым. И плюс на этом фланге тоже, как я уже говорил, очень достаточно сильная вот эта вот группировка может быть. И если свяжут, тут проблема с этой шашкой будет. Поэтому Виктория молодец. 36-31. Мария ушла 22-27. Ну, вот такая вот позиция. И здесь вот на первый взгляд не ясен был вот абсолютно этот ход. Почему? Потому что вроде бы 20-25, 14-20 и вот 9-14 эти идеи будут. Либо там какой-то модификация это все будет. Это приблизительно план показал. Конечно, я бы не думал 45-40 пошел. То есть я бы испугался этих маневров, но, видно, Виктория видела издалека все. Почему я говорю, что Синдром, наверное, завидует, когда мы вот смотрим партии наших девушек. Мы-то вживую смотрим, а он так смотрит. Поэтому все у него, наверное, наверное, то есть чувство зависти, я бы сказал, чувство зависти нам возникает. Ну ладно, не будем трогать Мартайна, то он обидится на нас. 20-25, вот смотрите, 44-40. То есть понятно, что брать шашку, смысла абсолютно нету. Здесь позиция будет получше у белых. 14-20. И вот здесь, как я уже говорил, вот эта вот идея будет. Мало того, что эта идея, видите, с одной стороны вообще нелогично ход 37-32. Почему? Потому что вот этого хода нету. То есть сюда шашку не поставишь, а что делать? То есть тут видно очень длинный интересный план был. 13-19, 12. Ну вот, 42-37. Угроза есть. Здесь, мне кажется, ошиблась Мария. 17-22. Конечно, надо было, я думаю, обострять. Обострять вот таким образом позицию. 9-14, наверное. Ну, вот приблизительно варианты вот эти вот. И 18-22. Наверное, что-то побоялась она тут каких-то моментов. Тут 38, и вот надо, конечно, здесь смотреть. Но здесь можно уже и меняться. И фиксировать вот эту группировку. Ну, я думаю, что вот этот наиболее такой логичный ход был именно подвязать. Тут еще был момент, потом я покажу, именно 16-21. Почему-то Мария игнорировала вот этот момент. Ну вот получилась позиция 34-29.
Как я говорил, комплексная позиция, то есть очень сложно играть, когда идет перестроение. Вот почему Виктория выиграла эту партию, я думаю, идет просто перестроение с одной позиции на другую, и это очень сложно. Это вот кажется, когда мы сейчас смотрим, все так просто, просто и ясно, но когда играешь, то есть уже мозг устает, мозг кипит. Я вчера тоже очередную порцию выдал там непонятных ходов, кстати. Поэтому, ну, мою партию смотреть вчерашнюю не будем. На 24 и 13-19. Ну, вот видите, создалась эта позиция с преимуществом у белых, понятно. Потихонечку играли, 33. Ну, вот здесь вот я не уверен, что 3-8 был ход хороший. Опять, наверное, 20-24 надо было. Я думаю, что вот надо было 20, или 20-24, либо какой-то другой ход. Именно быстрее действовать каким-то образом. Причем не обязательно здесь, не обязательно в этой позиции, наверное, даже бить было на 24. Ну, скорее всего, на 24 подходить, конечно. А нет, на 24, кстати, нельзя. Вот может она поэтому, да, не пошла. Я извиняюсь. Почему-то я сразу не заметил вот этого маневра, да, вот. Может, вот она здесь и испугалась. Вот только заметил, видите, смотрю так как-то, может, назад. Ну, назад, конечно, преимущество есть определенное. Определенное у белых можно испугаться этой позиции, если честно, то да. Вот именно испугаться того, что на этот фланг идут белые. Да, может, Маша и права тут. Да, вот здесь вот, да. Но, естественно, здесь вот этот естественный ход. Естественный ход 29-23, дабы оставить, если будет размен, оставить вот этих плохие шашки 15-25. Это стандарт, то есть для 100 клеток это стандарт. Вот 19-24 обострила она здесь. А вот 8-12, может, надо было 8-12 в этой позиции, я думаю. Ну и, ну так, спокойненько обороняться. Ну, наверное, захотела обострить, и мысли, наверное, какие-то были, то есть, там какие-то удары, ну, потом я позже покажу, то есть, именно такие, и на 45. Хотя они там очень много всегда шашек отдают. Я имею в виду черные. 8, 37, и вот здесь 2-8. Сейчас, подождите, какая-то у меня опять мысль по поводу. Вот здесь опять надо было 16-21, я считаю. Ну, Мария не смотрела вот эти ходы, видно, очень сильно не смотрела, причем, видите, два момента, 16-21 именно подвязывать, не давать вот этим шашкам, да, здесь двигаться на фланге. То есть, вот ориентировочно, если, допустим, вот так, навскидку смотреть вот эти ходы, видите, то могут быть определенные проблемы именно у белых, потому что вот эта группировка не работает. Давайте я до конца уже покажу позицию. Ну, вот здесь я подходил к этой позиции, кстати, Виктория достаточно четко тут сыграла, я считаю. У меня даже как-то рассматривался, но вот не проходила вот эта вот идея, я рассматривал вот эту идею, но не видно. Именно не видно, что делать. Почему? Вот, потому что вот это вот стоит мысль постоянно. И вот где-то в какой-то момент она все-таки проходит. Даже вот здесь вот вроде бы вот такая вот есть. Наверное, но это может не лучший ход. А допустим... Так, давайте я так. Ну, может, сюда, то есть, и потом проводить здесь где-то. То есть, на ход проводим вот эту позицию. Ну, вот такая вот мысль, поэтому чисто я показал тут, что я видел жертву. Это я во время партии видел, но так Виктория не пошла, так как я думал плохо. 28-23, 14-20, и вот. Возник этот эндшпиль.
которым Виктория победила. Ну вот, я думаю, такая супер партия была. Очень интересная идея. И вот остается услышать опять. Вспоминаем Мартайна Нисендорна. Завидует ли он, что вот у нас такие партии у девушек в чемпионате есть или нет. Итак, до новых встреч.